Как пробудить и восстановить сухую ржаную закваску в домашних условиях? Всем привет! С вами Регина Кутимская. Друзья, ранее я поделилась с вами двумя нашими хлебными новостями. Во-первых, мы открыли форум хлебопеков, на котором обсуждаем секреты хлебопечения. Ссылка в описании. Во-вторых, в нашем семейном магазине wegmir.ru я начала продавать свою домашнюю сильную закваску. Закваска – ключевой компонент в хлебе. Если вы сразу хотите печь качественный вкусный хлеб, приобретайте мою закваску. Ссылочка также в описании. Закваску я продаю в сухом виде. На данный момент в ассортименте нашего магазина представлено два вида закваски – ржаная и пшеничная. Сегодня я расскажу вам, как восстановить и активировать сухую ржаную закваску. Перевести ее в жидкое состояние, чтобы можно было приготовить на ее основе домашний хлеб или квас. Кроме самой закваски, мы пришлем вам правильную муку, с помощью которой это можно будет легко сделать. Вот наш комплект: сухая ржаная закваска и цельнозерновая ржаная мука. Итак, для восстановления сухой ржаной закваски нам потребуется сама закваска 25 грамм, мука 100 грамм, питьевая вода температуры около 20-25 градусов Цельсия 125 миллилитров. Муку в комплект мы кладем ту же, на которой заводилась закваска. Вода может быть дистиллированной или бутылированной, но с наименьшей минерализацией. Я всегда пользуюсь только дистиллированной водой. Обязательно посмотрите наш цикл лекций про воду. Ссылка в описании. Все действия мы производим исключительно с помощью весов. Не нужно брать ингредиенты на глаз. Добавите что-то неправильно и потеряете закваску. Немного измельчите хлопья сухой закваски руками. Далее складываем их в стеклянную емкость. Лучше использовать именно прозрачную тару, чтобы было проще отслеживать поведение закваски. Добавляем 75 мл воды. Накрываем пищевой пленкой, но оставляем небольшой доступ воздуха. Ставим в темное место примерно на 6-12 часов. Удобно оставить на ночь. Температура в помещении должна быть от 20 до 28 градусов Цельсия. За это время хлопья закваски размягчатся и начнут растворяться в воде. Получится вот такая жидкая консистенция. Смесь перемешиваем. Теперь ей нужно дать питание. Добавляем 25 грамм муки и снова тщательно размешиваем. Накрываем пленкой с доступом воздуха, убираем в темное место и оставляем еще на сутки. Спустя это время смотрим. Закваска или еще спит, или только начала пробуждаться. Потихоньку поднимается и наполняется пузырьками воздуха, как у меня. В любом случае перемешиваем и еще раз подкармливаем. Добавляем 25 грамм муки. Размешиваем. Накрываем пленкой с доступом воздуха, убираем в темное место и оставляем еще на сутки. Смотрим на результат. Наша закваска полностью проснулась. Она воздушная, пышная и очень приятно пахнет. Подкармливаем ее в последний раз. Добавляем 50 грамм муки и 50 мл воды. Перемешиваем. Через 5-7 часов она хорошо поднимется и можно будет использовать ее для приготовления выпечки или кваса. Дальше вы можете хранить ее на столе и подкармливать один раз в сутки или убрать в холодильник. Как активировать закваску после хранения в холодильнике, смотрите в отдельном видео. Ссылка в описании. Как понять, что закваска пробудилась? Во-первых, она пойдет в рост и увеличится в объеме в 2-2,5 раза. Если вы взяли, как мы договаривались, прозрачную банку, то на стенках хорошо будут видны многочисленные пузыри воздуха. От закваски должен исходить приятный, ржаной, слегка кисловатый запах. Может чувствоваться немножко спиртовое брожение. Это неплохо и означает, что дрожжи тоже хорошо проснулись. Все эти моменты говорят нам о том, что микроорганизмы нашей закваски приступили к активной жизнедеятельности. То, что нам надо. Как видите, процесс пробуждения сухой закваски совсем не сложный.
Следуйте этой простой инструкции, и у вас все получится. Пеките свой собственный полезный хлеб, а также готовьте домашний квас. Ссылки на плейлисты с рецептами домашнего бездрожжевого хлеба и кваса смотрите в описании. Друзья, если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях. До встречи и доброго вам здравия!